С вами Серый Акустивил, а спонсор нашего сегодняшнего видео — мой батя, который, вероятно, сделал самую большую ошибку в своей жизни 24 года назад. Или нет, это решать вам, мои дорогие. Что ж, перейдем сразу к сути, чтобы не томить вас, словно солений в погребе. Наконец мне выпала возможность прикоснуться к разработке того, чем мы обычно пользуемся в повседневной жизни. Я был приглашен ведущим инженером по маркетологической поддержке блогеров, у которых меньше 211 подписчиков, в качестве обзорщика новых карт, только что сошедших с конвейера, и из освещения этого техпроцесса мне прислали заветный билет в новую жизнь, но об этом позже. Не буду рассказывать о банальных вещах, снимать влог полета, попрошу лишь создателей спецэффектов наложить на мой ролик клевый полет на самолете, смоделирован в какой-то крутецкой прикладной программе. Все, что они попросили, это прислать какое-нибудь фото на фоне крышки от унитаза, уверили, что все будет на высшем уровне в стиле Тима Бёртона, поэтому я, не думая ни секунды, отдал им деньги, предназначенные для оплаты очередного семестра моего обучения. Результат, как видите, на экране. Посадка была мягкой, словно стул новорожденного после правильного питания в течение 9 месяцев. Придя в себя, я двинулся на север, как и было сказано в моем приглашении. Место, где я оказался, безусловно, воздействовало на мой разум. Оно забирало все важные воспоминания, заменяя их новым количеством FPS непонятно чего. Все казалось безжизненным, а вдали маячили кратеры канал-блогеров, попытавшихся попасть сюда. Мысли мои были прерваны ликом сардонической улыбкой встречающего меня человека. И что ж, я двинулся к нему навстречу. Здравствуйте. Добрый день, а я вас ждал. Добро пожаловать на планету Nvidias. Вы выиграли в качестве приза экскурсию по нашей планете и даже по нашему секретному заводу. В рамках акции Fallout 76 покупаешь игру 75 раз, и на 76-й открываете убежище. Ну что ж, прошу за мной, только сначала оставьте здесь оружие, то что охранники, они достаточно бурно реагируют. Даже если это шоколадно-косплейный пистолет? Да, видите, потому что вдали турели у них сенсоры на наличие души. Соответственно, если вы пользователь AMD, то высокая вероятность того, что они вас изрешетят. Прошу за мной. Окружающее меня Эльдорадо было словно сердцем опустошенной планеты, но оно не качало полезную жидкость по капиллярам, а словно наоборот затягивало все то полезное, что было вокруг. Ну, собственно, это наш главный цех. Здесь у нас собирается непосредственно корпус будущих видеокарт. Далее. Уважаемые, разрешите пару пластин взять на пробу? Говорят, у ваших медных отводов лучше теплопроводность из самых худших дешевых материалов. Мне хотелось бы, вернувшись домой, сделать из трубок нагреватель для чая, ботинок. Ну, 2 в одном, понимаете? Да, но я смотрю, вы уже взяли больше сотни образцов, хотя договорились на 2, ну ладно. Так, собственно, здесь у нас происходит компоновка, дальнейший сбор этих процессоров. Вы извлекаете бесконечный металл из бывших в употреблении видеокарт, купленных по дешевке с Авито? Да, именно так. Вот здесь находится непосредственно генератор. Это достаточно конфиденциально. Не спешите, мой друг, это случайно не часть моего упавшего неподалеку воздушного межпланетного судна? Ну, если ваш корабль работает на душах консольщиков. А если он работает на душах олдфагов PSP? Ну, естественно. Вы, приземлившись на нашу планету Nvidias, приняли автоматически пользовательское соглашение, согласно которому, цитирую, вы на безвозмездной основе предоставляете все части своего корабля для дальнейшего улучшения нашего завода. Пункт 13 подпункта Б. В приглашении не было ни слова про это. А, ничего страшного, мы за счет этого и выживаем, никто наше лицензионное соглашение не читает. Что ж, прошу дальше. Значит, ну здесь непосредственно у нас происходит создание самого GPU для видеокарты. Я правильно понимаю, что сырьем для производства новых компонентов служит переработанная карта прошлого поколения? Да, здесь все не хитро, да. А как вы из процессоров одного поколения делаете новое? Здесь CPU используют. Так мы из года в год продаем одни и те же GPU, так что пользователям, собственно, все равно. А мы получаем огромную кучу денег. Прошу за мной. Извольте поинтересоваться, а почему платы зеленые, как трава, территориально зарезервированная собакой?
А потому что красный уже заняли AMD. Коридоры вокруг начали становиться теснее, вокруг вонял сухими испарениями от стен, измазанных термопастой. Дальше. А здесь у вас производится красный процессор для видеокарт среднего класса, верно? Да, все верно. Для, ну да, серия бюджетных начинается от 20 тысяч долларов. Вот, собственно, достаточно доступный сегмент видеокарт. Вот, то есть, допустим, пасьянс может запустить спокойно. А вот тут уже для премиум карт процессоры синие словно небо глазами работяги с завода. Да, здесь уже достаточно высокобюджетные карты, но самая начинка, раз уж такое дело, и вы выиграли этот тур, который происходит раз в 1000 лет, я вам покажу секретный отдел. Что ни дверь открывалась передо мной, это был новый позыв испражниться. Сетчатка моего глаза дергалась, словно женщина преклонного возраста в борьбе за последнее место в автобусе. Ну, собственно, Nvidia достаточно прогрессивная компания, поэтому нам больше не нужно вторгаться в ни в какие страны. Теперь у нас есть своя нефтедобывающая промышленная установка. Прямо на заводе, вот здесь, что ли? Да, все прямо здесь достаточно удобно. Вам так повезло с дислокацией завода, или вы создали источник нефти из антиматерии? А вот это секретная информация. Данное открытие просто повергло мой мозг в рак, ведь даже у зданий Газпрома нет своих источников газа под производственными блоками. Старший инженер по разработке вел меня через весь коридор в самую удаленную часть здания, чтобы показать мне то, ради чего бы сам Ленин привстал из гроба, чтобы посмотреть. Но мне было не по себе, и терзало тревожное чувство, словно я не выберусь с этого завода никогда. Мои сфинктерные мышцы напряглись, но нет страха отнюдь, просто метеоризм давал себя знать. Шаг за шагом я приближался к заветному Граалю, но ноги мои становились непослушными, словно я попал в игру с низким бюджетом. Каждый угол на заводе пах мочой, что является типичным для город, где число баров превосходит число общественных туалетов к соотношению 21 к 1. С каждым шагом я выкидывал лишние билетики из автобусов, которые коллекционировал, дабы облегчить свою ходьбу. Инженеры вокруг не обращали внимания, ведь никто из них обычно не доносит фантик до мусорки. Для них это было нормой, я старался быть как они. Я даже заблаговременно купил черный, как вуаль незнакомки, комбинезон. Собственно, наш секретный сектор. Как вы видите, здесь все оборудовано по последнему процессу. Здесь непосредственно на выходе наши самые лучшие, самые топовые видеокарты. Этих видеокарт достаточно для того, чтобы майнить один биткоин в минуту. В этих ячейках расположены эти самые видеокарты, готовые к отправке. Тот, кто завладеет хоть одной этой видеокартой, сможет рулить этим миром. А так как планета называется Nvidias, соответственно, пока власть в наших руках. Предполагая, что ров вокруг этой области — это первое в мире водяное охлаждение в своем непосредственном ареале происхождения, верно? Да, именно так. Здесь у нас используется особая вода, подготовленная. Ведущий инженер подошел ближе, схватив меня за внутреннюю часть бедер, прислонился к моему уху и, сделав ахигао, прошептал мне: «Извините, пользователи Xbox». Я прошу, давайте скорее продолжим экскурсию, я в нетерпении. Так, мне звонят, я хочу отойти. Порядка, наверное, 10 минут можете еще тут походить, потому что потом двери закроются, и, соответственно, ваше дальнейшее присутствие будет незаконным. Я правильно понимаю, что эти образцы нельзя трогать, так как любой отпечаток пальцев — это минус $100 к цене и минус 50 к FPS? Да, ни в коем случае. Это очень не рекомендуется. О последствиях. Ну, я думаю, вам понятны последствия. Ну, тогда буду вынужден созерцать их на расстоянии, так скажем. Да, всего хорошего. Ага. Меня охватила дрожь. Я был тет-а-тет с видеокартами, нетронутыми школьниками и накладными пошлинными налогами. Вот они крутились на конвейере передо мной, словно девушка на шесте. Мама мне всегда говорила, если ты чувствуешь, что это твое, то бери. От свободы меня отделял лишь техник, который настраивал конвейер номер 211, но стоит мне отдать должное. Из тепловых трубок и старых процессоров я сделал самодельную пушку, стреляющими твердыми каловыми массами, которые я собирал в свои карманы во время экскурсии, подтираясь билетиками. К счастью, техник не успел ничего осознать, так как привык к льющимся на него от начальства испражнениям.
Моя прелесть поместилась в 4 разных кармана, на удивление. Черный задний вход, через который я дефицировался, был слабо защищен. Тоже мне инженер. Мне осталось вернуться в свой шаттл, дабы забрать там обратный билет на межгалактический поезд. Увидев шаттл, я был облегчен. Но на этом все хорошее давно закончилось, словно первый снег в июне. Меня, как последнего самурая, окружила жестокая реальность современного мира. За спиной слышал тяжелые шаги главного экскурсовода всех времен и народов. О, черт. Не так быстро. Не было времени брать обратный билет. И схватил первое, что валялось около кабины. Это была вязанка дров из стереоки за 850 рублей, бутылка царской водки из межгалактической Free Duty. А можно проверить ваши карманы? Да, конечно, но в моих карманах тоже, что и в моей голове. Опилки. Так, вот, держите. Знаете, всего доброго, я спешу на поезд. Что-то я вам не верю. А ну-ка покажите свои карманы. Я шел и бежал. Я мчался, но не уходил от погони. Каждый шаг отдавался болью в паху, потому что карты занимали много места в карманах и бились обо все причинные места, но я не сдавался. Пришлось положить на землю одну карту, чтобы отвлечь еще, хоть на секунду. Проходя цех за цехом, вдали слышал поезд, но, надеюсь, в плацкарте мне достанется верхняя полка. Отвезите меня срочно. Билет или покупай. Мой билет остался в закрытом конвейере вашего завода. Держи бутыль водки с планеты Земля, столь же сладостной, как 2 твоих зарплаты. Куда? О, черт. Еще один. Но этот поезд был такой же настоящий, как работа Малевича «Самовар» из собрания Ростовского Кремля. Это я вам звоню из своей резиденции дома в Гусе. Вот. То есть видеокарты я вам не верну. Уже можете о них забыть. 30-100 серию. Супер, я уже поставил свой комп. И, как ни странно, майнить они начались вполне себе нормально. Нормально, сойдет. Ну да, вот в Майнкрафте у меня показывает 90 FPS. Единственное, глазу больно, но это того стоило. Блин, может Майнкамп